Привет всем! Тэхён вернулся домой и решил поделиться со всеми очень важной частью своей работы. Он опубликовал несколько фотографий и видео со своей художественной выставки. На снимках он выглядит невероятно счастливым, наслаждаясь каждым моментом в этом особенном месте, которое он так тщательно подготовил. Эта выставка еще раз доказывает, что у Тэхёна есть необыкновенный талант создавать прекрасные и уникальные вещи, то, чего может достичь только человек с таким уникальным взглядом на мир. Он, должно быть, очень гордится всем, что сделал. Эти работы отражают то, кто он есть на самом деле. Среди всех прекрасных фотографий, которыми он поделился, одна выделяется – Тэхён с двухцветными волосами, красными и синими. Эти цвета выбраны не случайно, красный символизирует огонь, а синий – воду, две совершенно разные стихии, которые могут сосуществовать. Огонь символизирует энергию, силу и страсть, вода – спокойствие и глубину чувств. С помощью этой фотографии Тэхён, кажется, выражает нечто очень важное для него. Он всегда помнит кого-то, кто подобен огню, кто дает ему энергию и тепло. Этот визуальный выбор многими воспринимается как символ с глубоким смыслом. Тэхён также активно общается со своими поклонниками на Weverse. Среди множества полученных сообщений он выбрал одно, в котором выражалось глубокое восхищение его отношениями с Чонгуком. Сообщение было наполнено тоской и восхищением, в нем говорилось о фотоальбомах, о дисциплинированном теле и о неразрешенной тоске. Ответ Тэхёна показался ему очень личным и значимым, когда мое тело, только что демобилизованное из армии, автоматически отдает мне честь, я сейчас нахожусь в режиме мира во всем мире. Я чувствую, что предпочитаю пижаму в военной форме. Эта фраза честно выражала его чувства, тело, ранее привыкшее к военной дисциплине, теперь жаждало покоя и комфорта. Заявление о том, что он предпочитает пижаму в военной форме, было не просто шуткой, оно символизировало потребность в отдыхе после трудного периода. Естественно, что человек, завершивший военную службу, жаждет покоя, Тэхён действительно заслуживает его. Он служил своей стране с полной ответственностью, теперь он возвращается как артист с более зрелой душой. Многие гордятся им, не только за его достижения, но и за то, какой он необыкновенный человек. Тэхёна и Чонгука часто описывают как две стихии природы – воду и огонь. Тэхён подобен воде, спокойный и глубокий, Чонгук подобен огню, полной энергии и страсти. В корейской культуре обращение к гадалке часто используется для определения будущей совместимости. Многие считают, что Тэхён и Чонгук идеально подходят друг другу, как два кусочка пазла. Они понимают друг друга без лишних слов, их связь кажется крепкой и естественной. Чонгуку нужно спокойствие Тэхёна, Тэхёну нужна энергия Чонгука. Во время прямой трансляции Тэхён однажды сказал нечто очень символичное. Он не носит красное, но у него есть Чонгук. Красный символизирует любовь и страсть. Это высказывание звучало невероятно значимо. Привязанность между ними была ощутима, легкие прикосновения, пристальные взгляды и искренний язык тела говорили громче слов. Взгляд Тэхёна всегда искал Чонгука, даже в толпе, казалось, Чонгук был центром его вселенной. Каждая улыбка, каждое движение, каждое прикосновение передавали глубокую заботу. Остальные участники группы часто это замечали. Шутка о том, что они никогда не расстанутся, больше походила на признание, чем на шутку. Их отношения выдержали испытания временем и многими испытаниями, их суть осталась неизменной. Когда Джин однажды пошутила о ссоре, они тут же помирились, они никогда не ссорились, а только вместе ругались. Это показывает, что они всегда стоят на одной стороне, встречая невзгоды как одно целое. Со временем эти отношения развивались естественно, от мимолетных моментов до постоянной близости. Они не скрывали этого и не перебарщивали. Все текло естественно, искренне и по-настоящему. Тэхён и Чонгук дополняли друг друга, как вода и огонь, разные, но уравновешенные. Тэхён давал спокойствие, Чонгук – заряд энергии. Без друг друга чего-то не хватало, вместе они были единым целым. Их синхронность проявлялась в каждом взаимодействии, синхронные движения, спонтанные реакции и безмолвное взаимопонимание. Эти отношения не были искусственными, они выросли из доверия, уважения и глубокой привязанности.
Отношения Тэхёна и Чингука не ограничиваются мелкими символами или жестами, они живут в их повседневной жизни. Каждая простая привычка, например, сидеть рядом, не разговаривая, имеет значение, понятное только им двоим. Тишина между ними – это не расстояние, это то, где искренне растет чувство комфорта. Во многих моментах Тэхён кажется для Чингука безопасным местом, где может отдохнуть его огромная энергия. Чингук, известный своей страстью и целеустремленностью, кажется спокойнее рядом с Тэхёном. Присутствие Тэхёна, кажется, замедляет ритм окружающего мира, делая все более стабильным. В свою очередь, Чингук – это искра, которая поддерживает огонь в душе Тэхёна, побуждая его не слишком глубоко погружаться в свой собственный мир. Чингук приносит смех, спонтанность и смелость, то, что часто выталкивает Тэхёна из его собственной зоны комфорта. Эта динамика создает баланс, который редко удается найти двум людям. За долгий путь в качестве артистов многое изменилось, сцены стали больше, внимание публики острее. И все же, несмотря ни на что, одно осталось неизменным – то, как они находят друг друга в толпе. Короткий взгляд, легкая улыбка или близкое расстояние стали постоянным, безмолвным языком общения. Эта близость не возникла внезапно, она строилась медленно, со временем, терпением и общим опытом. Они прошли через подростковый возраст, давление индустрии, критику публики и даже военную службу. Все это сформировало связь, гораздо более глубокую, чем просто отношения участников группы. После возвращения из армии изменения стали еще более очевидными, не кардинальные, но более зрелые. Тэхён казался спокойнее и задумчивее, Чингук – более уравновешенным и заботливым. Оба привнесли в свои отношения более целостные версии самих себя. Многие фанаты заметили, что они больше не стеснялись проявлять близость, не как заявление, а как привычку. Легкое прикосновение к плечу, слишком близкое расстояние, незаметное для них самих, или смех над мелочами, понятными только им двоим, все это казалось естественным и непринужденным. Между ними существовало огромное доверие, которое означало, что им не нужно было ничего доказывать. Они знали свое место в жизни друг друга, и этого доверия было достаточно. В то время как внешний мир был полон домыслов, они продолжали двигаться в своем собственном темпе. В моменты усталости Чингук часто первым делом ищет Тэхёна, словно его присутствие стало рефлексом. Тэхён в своей мягкой манере всегда дает пространство без осуждения, он просто присутствует, и этого достаточно. Эти отношения также демонстрируют, как два человека могут расти, не бросая друг друга. Индивидуальные проекты не становятся дистанцией, а скорее возможностями поддерживать друг друга с разных сторон. Они не сдерживают друг друга, вместо этого они подталкивают друг друга к росту. Что делает их отношения сильными, так это их честность, они не громкие, не драматичные, а последовательные. Им не нужно ничего объявлять, реальность всегда проявляется в маленьких, повторяющихся деталях. В каждой публичной встрече их язык тела говорит сам за себя, то, как они наклоняются, дистанция, которую они всегда занимают по отношению к другим, и почти автоматические реакции. Это не совпадение, это привычка, рожденная эмоциональной близостью. Тэхён и Чингук создали между собой маленький мир спокойный, но теплый. Мир, где различия не борются, а принимают, где огонь не гасит воду, а вода не гасит огонь. С течением времени становится ясно, что эти отношения построены не на мимолетных потребностях, а на глубоком понимании. Они знают друг друга в лучшие и самые уязвимые моменты, и все равно они решают остаться вместе. В тишине, которую они часто разделяют, Тэхён и Чингук открыли язык, не требующий слов, язык, рожденный привычкой, чувством безопасности и постоянным присутствием. Нет требования всегда быть вместе, но когда они близки, мир словно замедляется, давая им обоим пространство для более свободного дыхания. Эти отношения продолжают развиваться, не теряя своих корней, каждое изменение укрепляет фундамент, который они долго строили. Тэхён и Чингук не стремятся быть идеальными друг для друга, они выбирают быть настоящими, со всеми своими сильными и слабыми сторонами, принимая друг друга. В этом и заключается их сила, в безусловном принятии.
И с течением времени их истории продолжают разворачиваться бок о бок, не как навязанное повествование, а как путешествие, выбранное каждый день.